Тогда следующий вопрос в рамках нашего интереса. Можно ли начинать все-таки после 40 или ближе к 40 тягать железо в кавычках? И как лучше начать этот процесс? Я уже немножко упомянул такое, что еще 10 лет назад многие реабилитационные программы очень настороженно относились к силовым упражнениям. Связано это в основном было с тем, что силовые упражнения могут увеличивать артериальное давление. И вы знаете, что на сегодняшний день фактор артериального давления является ключевым негативным прогностическим фактором к развитию тяжелейших состояний, того же инфаркта миокарда, инсульта головного мозга и так далее. Однако последние исследования показывают, что количество скелетной массы принципиально является прогностическим знаком для продолжительности жизни. И вы знаете ситуации, когда мы не видели какого-то человека, друга, товарища несколько лет, и мы встречаем его, он значительно похудел. У нас какая первая мысль? Болеет. Наверное, что-то идет не так. Если он не хотел этого, конечно же. То есть, значит, у него что-то, какая-то проблема, которая привела к снижению веса. Об этом задумались и научные умы, и, конечно же, на сегодняшний день развитие скелетной мускулатуры включено во все практически программы реабилитационные, в том числе и кардиологических пациентов. Поэтому начинать заниматься можно в любом возрасте. Ну а для мужчин ближе к 40, когда мы говорим, когда теряется уровень тестостерона, применение силовых упражнений, которые в том числе и стимулируют выработку тестостерона, является просто архиважным на самом деле. Спасибо. И последний вопрос, который возникает чаще у таких клиентов, которые какое-то время уже у нас прозанимались, будучи в этом возрасте, у них появляется азарт, интерес. И вот тут вопрос, можно ли со временем в процессе наращивать нагрузки без вреда для организма, изменять внешний вид своего тела, или все-таки тренировки лучше делать в таком вот, если только в лайтовом режиме, в спокойном? Вы знаете, это очень сложный вопрос, и, наверное, он не может быть универсальным. То есть здесь каждый человек должен решать его индивидуально. И здесь я хотел бы остановиться все-таки на субъективном значении тренировок. Потому как, в общем-то, для чего человек приходит в зал? Он может приходить с разными целевыми установками, но в итоге он должен получить какое-то удовлетворение от занятий, положительные эмоции. И если он ожидает от зала большего, например, он хочет принять участие в мастерских соревнованиях даже. У нас были такие случаи, когда обращались люди с проблемами в поясничном отделе, которые не позволяли ему просто ходить как нормальный человек. И постепенно человек выходил на тренировочный уровень, и выходил на соревновательный уровень, и принимал участие в мастерских, то есть ветеранских соревнованиях. Да, ветеранских. Вот. И такое бывает. И, конечно же, если человек, тренируясь, чувствует неудовлетворение, это является ключевым фактором для того, чтобы выстраивать нагрузку в большем направлении. Но опять-таки, мы возвращаемся к вопросу несоответствия. Если мы говорим о том, что да, человек хочет больше, и тренер готов дать, и знает, и умеет дать ему большую нагрузку, то здесь мы возвращаемся к вопросу, а как организм может с этим справиться. И здесь ключевым моментом являются те базовые клинические уже моменты, связанные с уровнем здоровья пациента, которые можно выявить при медицинских обследованиях. То есть те люди, которые все-таки планируют усилить, планируют увеличить объемы нагрузок, конечно же, должны все-таки обратиться к специалистам, в медикам и провести так называемый чекап. Основные показатели, конечно же, связаны с деятельностью сердечно-сосудистой системы, потому что именно она является здесь определяющим и лимитирующим. Но и другие системы, тот же опорно-двигательный аппарат. Поэтому здесь тренер, прежде всего, учитывая пожелания своего клиента, должен прежде всего ориентироваться на данные о здоровье пациента, то есть клинические показатели. И без них, конечно же, я бы не рекомендовал бы увеличивать нагрузки. То есть, в принципе, тренер грамотный, не самоуверенный, излишне грамотный, желательно, чтобы работал в тандеме с каким-то специалистом медицинского направления. Конечно. В первую очередь для безопасности своего подопечного. Да, есть проблемы. Вы знаете, что сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация, что в части фитнес-зала, фитнес-центрах, спортивных центрах
немножечко поверхностно относятся к проблеме медицинского допуска и считается, что, мол, если ты пришел, если ты хочешь заниматься, то ты можешь заниматься. А если что-то происходит, то вся ответственность должна ложиться на тебя. К сожалению, это приводит и к негативным последствиям. Есть случаи внезапной смерти, в том числе в одном из наших фитнес-центров буквально 2 года назад была клиническая смерть. Вот так и не спасли человека. Поэтому тренеру нужно и задуматься об этом, что кто будет нести ответственность в конечном итоге за вот этот случай. Вот, поэтому, конечно же, здесь должна быть, вот в этом случае, если вы планируете для человека, который ранее не занимался, который длительно не занимался, это, кстати, отдельная проблема, и даже Международным олимпийским комитетом такая категория пациентов выведена в отдельную группу. То есть те, которые были классными спортсменами, даже мастерами международного класса, пропустили в своей жизни что-то другое, там, семья, работа и так далее, и вдруг захотели вернуться. Этот контингент требует обязательного обследования. Ну и, конечно же, дети. До 18 лет без медицинского допуска нельзя давать спортивный уровень нагрузок. То есть вот эти 3 категории людей однозначно должны проходить медицинское обследование, и тренеру нужно об этом помнить. Спасибо, доктор. Более чем исчерпывающий ответ. Я думаю, наши зрители, прослушав эту информацию, сделают для себя каждый свой правильный вывод. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что информация, которую нам предоставил Олег Борисович, будет максимально ценной и полезной большинству из вас. А от себя хочу добавить, почему мы обратились именно к этому человеку. Потому что и я лично, и Дмитрий, и Андрей Шарапов, мы все побывали в его руках, и он нас всех поставил в свое время на ноги. Помогал нам решать наши текущие спортивные проблемы. В частности, у меня было защемление седалищного нерва. Андрей Шарапов учился у Олега искусству массажа, правильно? Я ничего не перепутал. Было дело. И многие люди, многие жители этого города, которые занимались спортом, были у этого человека на кафедре, и лично у него, и у его учеников. А также многие приводили своих и мам, и пап, и жен. В общем, в этом городе этого человека знают многие. Более того, скажу, люди, побывавшие за границей и познавшие чудо заграничной медицины, познакомившись потом с Олегом Борисовичем, поняли, что наши специалисты ничем не хуже. Если человек профессионал своего дела, если он живет этим делом, то не всегда стоит гнаться за чем-то заморским, неземным, которое все думают, что оно лучше. Еще раз большое спасибо. И я надеюсь, мы еще неоднократно увидимся в наших выпусках с этим человеком. И, как видно из общения со специалистом, начинать в 40 лет не только можно, но и нужно. Следующий момент, который сопровождает любой тренировочный процесс, это питание. Конечно же, тяжело человеку с солидным жизненным багажом избавиться уже имеющихся привычных гастрономических привычек. И вот тут главное, не напирайте. Надо начать с максимально простых правил, почти без ограничений. Первое. Мы ничего не убираем из привычного рациона, лишь пытаемся поменять местами. То, что нельзя, ставим на утро. То, что хорошо, переносим на вечер. Второе. То, что совсем вредно, по возможности минимизируем. Например, было 5 раз в неделю, пытаемся сделать 2 или 3 раза в неделю. Было вечером, оставляем только в дни тренировок, и то до тренировки. Некоторую еду пытаемся уменьшить в количестве, опять же по возможности. К примеру, было 500 грамм, оставляем 200 или 300 грамм. Такие простые правила дадут возможность вашему клиенту лучше втянуться в систему. Система начнет менять внешний вид и самочувствие вашего клиента. А это в свою очередь послужит мотиватором и стимулом для дальнейшей коррекции питания и улучшит вид и самочувствие вашего подопечного. Один из самых непростых моментов в начале тренировочного пути – это накопленный багаж знаний, жизненного опыта. Достаточно большой процент начинающих имеют синдром руководителя-мудреца. Добившись определенных успехов в своем бизнесе, очень уж тяжело им не учить жизни других, либо же просто принять на веру рекомендации молодого тренера. Ничего страшного. Не стоит такого человека переубеждать, доказывать свою правоту. Слушаем вежливо, внимательно, но делаем свое дело.
Со временем, наблюдая за трансформацией своего тела в зеркале, ваш мудрец, руководитель, перестанет упираться и сопротивляться. Система сделает свое дело, а вы будете как специалист на высоте. Неважно, сколько вам, 40, 50 или больше, человечество пока не придумало лучшего эликсира молодости и здоровья. Начинать никогда не поздно. И ярких примеров тому великое множество. И главное, это самый недорогой и всем доступный способ улучшить свое здоровье, самочувствие, внешний вид, получая при этом удовольствие от жизни. А мы вам в этом поможем. Андрей Шарапов Константин Придьма и Дмитрий Журавель, наш извечный технический директор. и оператор. До новых встреч в эфире, друзья. Ставьте лайки. Надеемся, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Будем отвечать.